Баргузин. Как много связано у нас, сибиряков, с этим звучным словом. Так величают одну из крупнейших рек, питающих Байкал. Баргузин – это и северо-восточный ветер, воспеваемый в знаменитой песне про Амулевую бочку и славное море, священный Байкал. А еще Баргузин – старинное село, бывший острог и уездный купеческий город, центр золотодобычи и царской ссылки. По легендам, Баргузинская долина – это древняя страна Баргуджин-Такум, которую в стародавние времена населяли кочевые племена баргутов. Как здесь живется сегодня, об этом наш рассказ. Долина реки Баргузин – одна из крупных межгорных котловин Бурятии. Она простирается на 230 километров между двумя хребтами – Икатским и Баргузинским, который могучей стеной отделяет ее от северо-восточного побережья озера Байкал. Многочисленные горные реки и ручьи наполняют своей силой полноводный Баргузин. Одна из них – Гремячая. Гремячая течет из поросшего тайгой тенистого ущелья. Шумные потоки пробивают себе путь среди валунов под густым пологом леса. Вода в речке чистая и вкусная. Этот лес испокон веков щедро делится своими дарами с местными жителями. В начале сентября долину накрывают ветра и ночные заморозки. Осень не ждет особого приглашения. Реку Гремячую отводят от основного русла в село Баргузин, и она насыщает влагой сады и огороды, превращая их в маленькие оазисы. В садах еще плодоносят малина, крыжовник, черноплодная рябина и, конечно, облепиха. Она прекрасно растет и в диком виде по всей долине. Из соседнего ущелья через село Баргузин течет еще одна речка – Банная. Она дает воду жителям центральных улиц. Завершается пора сенокосов. Тимофей Коновалов вывозит сено со своих угодий. Переезжаем вслед за ним на левый берег реки Баргузин и движемся в сторону села Шапеньково. Здесь много сенокосных участков разных владельцев. Они окружены паутиной проселочных дорог, похожих одна на другую. Косили, когда очень там-то, когда мы собирали, вот там-то Машки нам она дала. Да. Тут маски аж не помогают, эти шляпы одели эти. Ну, маленько закрывать все равно. Все равно получше. А так вообще невозможно. Снимает меня еще. Вообще в долине как с покосами? А нынче плохо, кстати, там в верхах наводнение. Баргузин, востоки Баргузина, там, ну, в верховье. Нет, вот в верховьях нашей долины, вот там. Баргузинской, да. Баянгол, вот эти бурятские села, там утопило, покосы, все. Они бедствуют нынче. И у нас здесь тоже по реке, у кого покосы есть, тоже все утопило. А вот эти покосы, которые повыше, луга, их не утопило, вот мы косим. Сколько у вас площадь покоса вашего? Ну, гектар 30. 30 гектаров? И сколько дней вы косите обычно? Ну, как, это от нас не зависит, ну, это зависит от небесной канцелярии. Ну, а нынче в этом году, что говорила канцелярия? Нынче немножко задержка была, но терпим.
Тимофей скооперировался с соседями Постниковыми. Вместе работа спорится быстрее. Надо спешить, пока не начались дожди. Вся трава уже скошена, часть сена сгребли в стога, а часть еще лежит на поле. Неподалеку трудятся скотоводы из соседнего села. Кажется, люди состязаются с порывами ветра и хмурыми тучами, грозящими ненастьем. Чья возьмет? Крепкий ветер гудит в ушах, осыпает людей дождем из колких травинок. Зато он разгоняет надоедливую мошкару. На исходе дня Тимофей с женой Татьяной и сыном Олегом вернулись домой. Первым делом нужно выгрузить сено. А вон тучка зашла. В большой семье Коноваловых 8 детей. Самые старшие живут в городе. Все с малых лет приучены к труду и взаимопомощи. Можно? Ну иди у мамы спроси. У мамы больше что надо помочь. А? Баню стопили? А если она отпустит, ты отпустишь? Ну иди. Еще маму прошу. Ну спроси. Ну что? Вот. Недотрога. Не любит она эти понебратства. Новое утро начинается с дойки коров. У Татьяны, жены Тимофея, весь день полон забот. Это Маша. А там сам Там Даша. две девочки там. Девочки. Сами на продажу, да. Сейчас по клиентам развезу. 3 литра оставлю себе. Ну, в основном с магазина-то не питаемся. Свой стряпанный хлеб у нас. Для масла надо объем побольше. Кто так держит, 5-6 штук. А иногда бывает, что одна за одну заходит, одна перестает доиться, другая отелится коровка. Гонять будем? Нет, конечно, не. И 2 нынешних. 8 голов. Курочки были, много кур было. Прошлый год продали, нету зимнего у нас курятника, потому что... У Коноваловых большой огород. Несмотря на суровый климат, в умелых руках растет буквально все. На днях будут копать картошку. У них, я знаю только, что дочка в Тарбогатане. Нет, она же не в Тарбогатане, она же в Германии. Сколько Виктории и Тимофеевне? Вот и 4. В садик уже пойдем. Как часто приходится хлеб печь? Раз в 3 дня. Лишний листик у меня получился сегодня. Тимошенька, ты кушай, солнце, ты опоздаешь на автобус. На усадьбе Коноваловых все на своем месте, все под рукой. У Тимофея Георгиевича ничто не пропадет даром. Многие вещи служили еще его отцу и деду. А вот эти бляхи, это заводские.
Раньше работали заводы, ну, в царское время. Делали вот эти бляхи, они вот все наборные по размерам. Дедушка с фронта привез в свое время. Исправный до сих пор. Храню, как зеницу ока. Дедушки давно нет. А бинокль храню. Ну, пользуюсь. Это ремень солдатский. Еще с гражданской войны. Вот этот. Вот такие ремни носили солдаты. Тоже от дедушки. Да, это его. Старинная фабричная дуга. А расписывал кто ее? Расписывали ее, подновляли так, но у нее же рисунок свой, вырезанный. Ручная работа. Все это. Колокольчики уже сами повешали. Колокольчики подбирали мы с отцом долго. Вот этот именно звук. Не каждый колокольчик в унисон работает вместе. Вот. Баргузин сохраняет облик старинного сибирского села, выросшего на месте одного из первых казачьих острогов Забайкалья. На этих узких улочках еще живет дух старины. Дома со ставнями, старыми деревянными рамами и резными наличниками. Палисадники под окнами. Высокие ворота с двускатной крышей. Многое утрачено с течением времени, многое предано забвению. Но те крупицы прошлого, что сохранились, имеют большую культурно-историческую ценность. Баргузинский острог был основан в 1648 году енисейским казачьим отрядом во главе с атаманом Иваном Алексеевичем Галкиным, сыном одного из подвижников Ермака. Перед государевыми людьми стояли задачи острог всякими крепостями укрепить и с того острогу призвать к себе тамошних иноземцев, разузнать об окрестных народах, подлинно проведать про золотую и серебряную руду. В те времена эти земли, богатые пушниной и другим диким зверем, населяли буряты-скотоводы и ивенки-охотники. В XVII веке Баргузинский острог служил важным военно-опорным пунктом на пути русских землепроходцев на восток. В 1701 году картограф Семен Ремезов, автор чертежной книги Сибири, указывал, что острог был обнесен деревянным частоколом. Внутри приказная изба, амбары для провианта, боеприпасов и ясака, дома священника и приказчика. Посередине острога текла небольшая речка. За его стенами стояли несколько изб казаков. В то время к острогу были приписаны примерно 50 человек. В 1783 году Баргузин получил статус уездного города. Ему был пожалован собственный герб, символизирующий пушные богатства края. Баргузин получил известность как место политической и административной ссылки разного рода людей, неугодных царскому режиму. Так, в 1830-х годах сюда были высланы декабристы-братья Михаил и Вильгельм Кюхельбекеры. Среди ссыльнопоселенцев была и большая группа евреев. Многие из них стали купцами, а династия Новомейских основала золотодобычу в Баргузинской тайге. Спасо-Преображенский собор – свидетель многих событий, выпавших на долю нескольких поколений.
Этот памятник каменного зодчества был построен в 1834 году усилиями местного купца Ивана Черных. Храм играл большую роль в жизни баргузинцев, но в 30-х годах прошлого века его закрыли. Долгое время в нем размещались ремонтные мастерские. Только в 1993 году храм был возвращен православной церкви. Средства на его восстановление собирали всем миром. И в новом тысячелетии Спасо-Преображенский собор вновь открыл свои двери прихожанам. В советское время Баргузин процветал и был одним из самых богатых поселений Бурятии. В суровые 90-е и 2000-е многие предприятия закрылись. Сегодня в этом селе, административном центре Баргузинского района, проблем хватает, как и везде. Одни решаются, другие десятилетиями стоят на месте. Мы уверены, что золотое время Баргузина еще впереди. Ведь все необходимые ресурсы здесь есть. В 5 километрах на северо-восток от Баргузина лежит деревушка Нестериха. Напротив нее горы прорезают живописное скалистое ущелье. Из него струится прозрачной водой речка Нестериха. Вон еще и волки у нас, волков полон. Что, нынче И много медведи. волков, А да? медведь ходит не один, она ходит с двумя с этими маленькими, да еще годами ходит с ней. Но не одна она. У нас болото рядом. Страшно. Сами видели? Ну а мы же Нет, живем здесь, мы мы нет, мы мы-то медведей не видели, видали, а нет. люди видали. Не дай бог их видеть. Не, мы страшно, мы в лес не Неохота. ходим, То боимся. есть в огород он хотя бы не лезет, по крайней Не, мере. нет. Нет. Вон болото туда ходит, там ягоды есть. Там клюква. Клюква. Клюкву собирать там, есть там клюква, потом трава хорошая там есть. Цветы хорошие есть, все едят. там. Клюква она еще не поспела. Поспела. Да собирают уже. Собирают, продают уже, покупают, городские покупают. Позапрошлый год здесь Грузди грибов бывают, полно было. А Вон, вот, сразу за огородом. А медведь, конечно, он оттуда туда вылез, потому что там есть ничего. Там пожар у нас был сильный. Да, Это года по сколько? Нестерихе, да? Да, по Нестерихе. Нестерихе, да. Привет, привет. От подножия Баргузинского хребта мы отправляемся на противоположную сторону долины, к хребту Икатскому. За Баргузинским мостом встретили орлана белохвоста. Это добрый знак. Птица редкая и красивая. Один из самых крупных пернатых хищников. Размах его крыльев достигает 2,5 метров. Вид занесен в международный список охраны природы, а также красные книги России, Бурятии и других регионов. Судя по частично белой окраске хвостового оперения, этому молодцу 2-3 года от роду. К 5 годам хвост птицы полностью побелеет. Орлан-белохвост – природный санитар.
Его пищей служат прежде всего слабые и больные животные, а также падаль. Эта птица приносит большую пользу водоемам, очищая их от заморной рыбы. Орлан не ныряет за добычей, как скопа, а схватывает ее у поверхности воды и на мелководьях. Добро пожаловать в Уро, самое самобытное село на юге Баргузинской долины. Михаил Анатольевич Терентьев – местный музыкант-самоучка. Вырастил для красоты, для души. Это георгины, это астра осенняя, это тоже бархатцы. Согласитесь, какое село, да без гармониста? Над дорогой боевой моей в высоте орлуют два орла, а один из них ночи черней, у другого белые крыла. Если черен нынче победит, то в бою не выдержать и дня. Если белый в битве устоит, значит встретит милая меня. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. Может, прямо лучше не идти, отсидеться где-то в стороне, но другого нет у нас пути, без защитников не быть в стране. Наши предки долгие века защищали эти рубежи. Не иссякнет Родина пока, будут в бой мужчины уходить. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. В Баргузинской долине нет крупных промышленных предприятий, а значит воздух, вода и почва значительно чище, чем в индустриально развитых районах. Эта земля дает жизнь множеству видов целебных растений. Александр Иванович Попов занимается заготовкой лекарственных трав с конца 90-х годов. Свойства многих из них знакомы ему с детства. Был набор определенных травок, конечно. Богородская трава всегда была, потому что она отхаркивающая, всегда ею дышали, она облегчает отход ко сну, например, успокаивает, да? Вот. Это испокон века было известно людям. Ну и другие травки, конечно, использовались. Каменный зверобой, например, там, вот, бадан, допустим, да. Вот. Предприятие Попова не только изготавливает различную фитопродукцию, но и поставляет растительное сырье в Центр восточной медицины в городе Улан-Удэ и на Усть-Илимскую чайную фабрику. В ассортименте готовой продукции преобладают фиточаи. Имеется декларация о соответствии и зарегистрированный товарный знак с логотипом «Сила баргузинских трав». Заготовки сырья ведутся почти круглый год, большей частью в теплый период. Фитосырье собирают не только сами, но и принимают у местного населения. Александр Иванович производит из иван-чая знаменитый капорский чай двух видов – скрученный и гранулированный. Вот представляю вашему вниманию роллер. Это приспособление, предназначенное для создания одного из видов капорского чая, а именно скрученного.
Вот в этот контейнер загружается лист иван-чая, слегка подвяленный, вот этим прессом, как бы так сказать, сжимается. И затем мы включаем, и вот по этим канавкам, да, вот по этим канавкам это все бегает, и получается скрученный иван-чай. Для просеивания разных фракций используют самодельные приспособления. В ход идет даже панцирная сетка от кровати. А растительный материал высушивают несколькими способами. В специальной теплице осуществляют солнечную сушку сырья. С Поповым работают несколько его односельчан. Есть верно, ведь как бы так сказать, ванна на пар идет, то есть стараемся, чтобы потерь меньше было, чтобы... Усадьбе Поповых больше века. Таких строений в селе Уро немало. Возраст этого дома 140 лет. Вне сомнения, он прослужит людям еще многие десятилетия. Я помню, меня примерз язык, не отливали. Галина Петровна пригласила нас отведать фирменного травяного чая. Да, вот салатик, например, сделанный. Вот это у нас, как называется, тоже салат такой, тоже из наших продуктов домашних. Ну вот это наша кухня. Здесь мы обедаем. Вот за перегородочкой, за этой готовится все. Ну, наша кухня повидала много людей, здесь много поколений жило. Мои родители, их родители, детство мое здесь прошло. Дом наш светлый, теплый, уютный. Сказал, как, значит, траву перерабатывать, что нужна. Вот тот же чабрец, он мне показал, как его, я его привез в виде травы, да, а он мне говорит, вот мы так его готовим, и показал эти решетки. Александр Иванович поставляет фиточаи в Улан-Удэ, Иркутск и даже в Москву. Травничество стало делом его жизни. Технический прогресс не обошел Уро стороной. У сельчан имеется вся необходимая техника для передвижения, ведения сельского хозяйства и прочих нужд. Однако на улицах села никогда не смолкает звонкий цокот копыт. Знакомьтесь, Владимир Городецкий, объездчик лошадей. На личном подворье Городецкого 15 коней. Владимир любит этих животных и прекрасно изучил их повадки. Сначала возле рабочего коня привязываешь, сбоку его водишь, чтобы он привыкал дорогу, тянулся маленько повод, чтобы знал. 2-3 дня поводишь, потом запрягаешь в сани. Ну и где не идет, ну и где и получат, плеткой выстирашь. Так он понести может сани? Ну, понести, а зимой что, в поле выезжаешь, и пусть он носит по полю коня. И, да, и пусть он носится, устанет, да? День-два погоняешь по полю, потом в деревню, потом нормально объезживаться. Ну это да, с санями, а вот когда без саней, верховой? Верхом тоже так же, но погоняешь его там в площадке или там еще много погоняешь, платишь, загоняешь его в грязь или что-нибудь где-нибудь, чтобы там до колена, до брюха вырез, садится, и все, он пусть по грязи месит, бросат, а куда силы-то, все равно не хватает, ему в грязь-то вязнет. Ну вот первый раз. Ну первый раз, а потом ничего, потом выезжаешь, ну может и кидать, если усидишь, нет, выскочишь. А как со стременами, да? Ну со стременами, ну обыкновенно. Ну а если сбросить стремя, может опасно же? Ну так делаешь, чтобы ноги не толкаешься на стреме, чтобы они завязли, и обувь надеешь такую, чтобы в стреме она не застревала. Скажите, вы лошадьми с детства занимаетесь? Ну, с самого рождения, как родился, начал ходить с конями, с отцом и так дальше. Так теперь сложится с лошадьми и все. Постоянно. Каждый день. Вы любую можете объехать? Ну, в принципе, любую, да, могу с остепи поймать, запрячь. Через 2 дня могу и в этот день запрячь его. Любую лошадь. Хоть какая, хоть ему 5 лет, хоть 10, хоть 12 лет. Хоть он жеребец, хоть конь, хоть кобыла. Владимир обучает лошадей так, как делали его предки, как учил отец.
Понятно, что человеку без специальной подготовки и опыта объездить лошадь самому невозможно. Животное очень сильное и может нанести серьезные травмы и даже убить. Ну, с лошадьми эта работа рисковая. И не думаешь, что у него на уме сегодня сделать. Сегодня он нормально, на завтра начнет легаться. Ну, как говорится, у нас поговорки: не надейся на коня, да на лодку, да на жену молотку. Что ни говори, а места эти благодатные. Недаром их облюбовали в конце 17 века первые русские поселенцы. Коренные жители Тунгусы сказали им, что местность называется Уро, или стоянка в горной тайге. Здесь тебе и пастбищные угодья, и покосы, и посевные земли. Глядишь на эти просторы, и душа поет. Тайга-кормилица тоже рядом, пышная, изобильная. В сентябре она особенно живописна. Тихо в лесу. После дождя воздух наполнен влагой, ароматами прелой земли и грибов. На склоне горы вдоль лесной дороги высятся группы скал, местные памятники природы. Вернемся в село. Здесь современность повсеместно соседствует с прошлым, которое прочно укоренилось в быте и семейных традициях. Мебель и предметы домашней утвари переходят из поколения в поколение и используются в повседневной жизни. Это родовая усадьба семьи Толстихиных в Малом Уро. Самой старой постройки более 300 лет. Сестры Татьяна, Елена и Наталья часто собираются вместе в отчим доме. Душа дома – русская печь, которую используют не только для обогрева жилища. Помните эти чугунные вафельницы? Когда-то они были у каждой хозяйки. А вкус домашних вафель из далекого детства, испеченных заботливыми руками наших бабушек. Приготовление хлеба в печи словно волшебный ритуал, переносящий нас в прошлое. И сам дом ему подстать. Беленые известью стены, широкие половицы из древесины лиственницы, которым нет износу. Сейчас я буду загребать угли в русской печи. Делаем загнету для того, чтобы сохранился жар в печи для выпечки хлеба. Так, загребаем уголечки. Сейчас мы берем помело, мочим его в водичке и будем заметать под. Это называется в русской печи под. Заметаем все уголечки, чтобы было все чистенько. Для того, чтобы у нас хлеб там выпекался. Не попали у нас уголечки. Вот так вот мы загребаем все. Делаем вот такую загнету. Вот, в загнету все делаем.
А потом будем закрывать. Так. И теперь мы закрываем печь, чтобы она у нас выхаживалась. Чтобы равномерный был жар. Все, выпекать будем хлеб. Пока хлеб сидит в печи, нас пригласили в одно интересное место. Так, сейчас я вам покажу музей, который в старину пользовались наши родители, деды наши, ну, предки, короче, наши пользовались. И это все, как бы, папа сохранил, и вот и мы все это, как бы, оформили. Вот, проходите. Проходите сюда, свет включу. Есть такие сани деревянные, запрягают их зимой. Зимой запрягаем, на Рождество семьями катаемся. Это мы с Леной расписывали. У нас Лена как бы такой художник, мастерица. И вот мы с ней вот расписывали. А сейчас вот с семьями катаемся. Такие еще есть деревянные саночки. На них детишки у нас катаются. Из горки катаются. Вот мы на горку даже заносили. Горка у нас рядом здесь. И вот детишки у нас с удовольствием все катаются. Есть еще вот такой уголочек у нас создан здесь. И зыбка. В этой зыбке еще меня здесь качали родители. Вот. И вот здесь вот как бы сохранилось вот это все. Вот есть такие проигрыватели, электрофон и проигрыватель. Вот 3 в одном. Татьяна создала экспозицию, отражающую жизнь нескольких поколений их семьи, чтобы сохранить память о них для детей и внуков. Вот такие папа плел турсуки. Вот они по старинке называются турсуки. Сейчас их корзинками обзываются разно, и кто как может. А вот и в них хранили вот и картофель в них хранили, лук хранили. Ну, мы, как бы и сейчас мы это пользуемся тоже этими. В музее бережно и с любовью собраны вещи, которые служили Толстихиным с середины XVIII века до наших дней. Мы сейчас будем вынимать. Хлебушек у нас испекся. Убираем заслоночку, убираем, вынимаем, берем лопату и на лопате вынимаем хлебушек. Вот у нас готовый испекся хлебушек на поту в русской печи. Вот такой вот он румяненький. Федосия Александровна – глава большой семьи Толстихиных. У нее 7 детей, 15 внуков, 27 правнуков, а недавно родилась праправнучка. Трещит затопленная печь, приятно слушать на лежанке, но знаешь, не велеть ли в садке кобылку бурую запречь? Молодец. Молодец. Память хорошая. Да. Ой, девочки, вафли допекла. Давайте чай пить будем с вафлями. Молодец. Ой, как вкусно будет. Аньки? Одна из дочерей Федосии Александровны, Елена, занимается фермерством вместе с мужем и детьми. Это крестьянско-фермерское хозяйство Разуваевых. Поголовье крупного рогатого скота более 100 голов. Предприятие получает господдержку в рамках различных программ по развитию семейных животноводческих ферм. Сюда они зашли, корова, вот сюда в стойло они заходят, все, закрываем,
По 4 за раз, да? Не, это очень тесно. Мы, получается, их по 3. 3 вот. Так, закрыли, вот оно я показываю. Да. Помыли ведра, все у нас это обработка. Помыли, первые струи сдаиваем, все, подоили. Аппараты обратно приносим. Вставляем. Это уже потом идет на промывку. Молоко вот сюда поступает у нас, в эту колбу. Молочный цех оснащен современным оборудованием для пастеризации, сепарирования молока и охлаждения. Так, вот наша продукция. Это сливки, молоко. В бутылки фасуем по 2 литра. Сливки 0,5. И творог тоже по полкило фасуем. И вот на продажу. Помимо животноводства, на ферме занимаются растениеводством. Выращивают капусту, свеклу, морковь, картофель и лук. Мясо-молочная и овощная продукция Разуваевых пользуется хорошим спросом и реализуется не только в Баргузинском районе, но и в городе Улан-Удэ. Качество жизни людей во многом зависит от того, как выполняет свои обязанности сельская администрация. Хорошо, когда глава поселения – человек опытный и инициативный. Анатолий Ёлшин – неутомимый труженик во благо села Уро. Кажется, Анатолий Александрович сутками живет на работе и находится в 10 разных местах одновременно. Он всегда на передовой, будь то капитальный ремонт сельского клуба, благоустройство центральной площади или закладка облепихового сада. Ну, работая главой, значит, и за столько лет я много посетил других районов, других поселений и вижу, как другие деревни живут тут более-менее красиво. Но почему не может наша деревня так жить? И вот, значит, я себе поставил цель, пока я работаю, пока, значит, народ доверил, чтобы деревня развивалась лучше. Да, планов очень много. Народ сначала не воспринимал это, воспринимали как-то, ну, за какие-то мои такие выдумки. А сейчас, когда стали более-менее все строить, когда стало что-то получаться, теперь уже и люди-то говорят, а может быть и это лучше сделаем, может и это сделаем. Никто и не думал, что мы сделаем стадион. Сказали, как может стадион сделать в деревне? Я говорю, сделаем. Значит, объявили клич, сколько кто может собрать. Анатолий Александрович радеет за каждую семью. Поддерживает людей, которые хотят работать на земле, развивать свое производство. В крестьянско-фермерском хозяйстве Александра Новокрещеных реализуют давнюю идею Ёлшина по выращиванию облепихи районированных в Бурятии сортов. Здесь, на земле уринского поселения, 3 года назад мы взяли участок в аренду. И сейчас мы здесь занимаемся разведением крупнорогатого скота. И прошлый год мы посадили гектар облепихи. И в этом году мы еще дополнительно посадили еще 3 гектара. Ну, хотим заниматься, как сказать, облепиху, хотим поставить мини-заводик и делать или джемы, соки, и еще, ну, что с облепихи можно, масло облепиховое. 80% от стоимости государство сделало мне возврат. То есть я купил на 100 тысяч, 80 тысяч мне вернули. То есть купил на большую сумму. Ну, мы попали под такую программу, что очень хорошую программу. И на будущий год мы уже ожидаем урожая с нее. Облепиха бурятской селекции обладает высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью, а также ценными пищевыми и целебными свойствами. Недаром ее называют сибирским ананасом. Новое дело начинать всегда непросто. Потребуется несколько лет, чтобы плодовый сад стал давать стабильные урожаи.
Земля всегда была, есть и будет житница. Всегда на корм. Но с землей нужно работать. Землю нужно любить. И тогда все получится. В лесу, вверх по течению реки Уро, расположено головное сооружение водозабора в оросительную систему. Сооружение сделано для того, чтобы поднять с реки воду на каналы для орошения земель. Под этой канавой у нас стоит порядка 1000 гектар земли. В 2019 году провели капитальный ремонт, реконструкцию. И здесь было все примитивно, по-деревенски, сделали по-современному. Сейчас все регулируемо, нормально. В недавнем прошлом сельчане использовали для повседневных нужд воду из колодцев, тех, что с журавлем. Сейчас такой колодец трудно найти, но один из них сохранился на подворье Зверьковой Галины Ивановны и ее дочери Татьяны. А там написано, ремонтировали, в 84 году ремонтировали. Это там написано. Меняли бабу саму, да? Да, и журавель меняли вот этот. И сруб меняли, палати все меняли. Не, а раньше, нижний сруб я меняли. помню, видно, что свежий труп. А раньше-то копали его когда? А копали, ой, это, наверное, еще Гошин прадед. Очень давно. Да, потом он стал обваливаться. Гоша сделал и широкий был колодец-то. А Гоша стал делать туда вовнутрь и помаленько спускал. Вот. А потом там нижний-то стал гнить и весь переделали. Откапывали вплоть до палати. Колодец выкопали еще в XIX веке, предки Зверьковых. Общая глубина колодца составляет 15 метров, а высота столба воды 3 метра. Этот памятник старины сохранился благодаря заботливым и бережливым хозяевам усадьбы. Там коня, там седло, там винтовку свою, а за это, за все ты отдай мне жену. Общение с людьми старшего поколения всегда бесценно. Их жизнь – это целая эпоха в истории нашей страны. Галину Анипадистовну любо дорого слушать. Голос сильный и искрится юмором. Сразу видно – прирожденный лидер. Вы кого хотите? Командир полка упал с потолка. Ну это точно. А в колхозе вы кем работали? Дояркой? Да, и доярка, и свинарка, куда кто пошлет, и молоко варила искусственно. А в больнице потом? А в больнице потом дорабатывал в больнице доктором. Ай, болит. Не, в больнице работала. 15 лет. 15. Печи топила, потом санитаркой. 5 лет печи топила почти босиком. Остыла потом. Сколько вам годков? У меня 86. 86 лет. Лет. Так. 4 детей. 4 детей у вас. 11 внуков. 11 внуков. 9 правнуков. Приду домой, а дома спросят, ох, где ж ты, доченька, была. Эти женщины – дети войны. Прожили полную тягот и тяжелого труда жизнь. Имена одно краше другого. Мне Улита больше нравится, это более редкое. Улита. Надо же. Анипадистовна. Так, вы какого года рождения? 32-го. А сколько вам полных лет-то получается? 90 было в марте. 90 уже, да. 91. Это вы старшие в семье, да? Угу. 90. У вас один сын, да? Один. Один сын, а внуков сколько? 5. 5 внуков. Ну, зато правнуков много. Зато правнуков 18, да? 18. Вот, наплодили. Ух ты, да, много очень. А путь
денег дает. Чуть теперь не начать. Ну, и хорошо раздает. Да. Это здорово, да? Пусть носит. Очень даже. Хорошо. Ну, они все здесь живут или в разных местах? И в городе живут. Внук здесь. Вот В Баргузине, наверное, есть тоже. В Баргузине есть. Везде. Вы тоже всю жизнь в УРО прожили, да? Всю жизнь проработала, на быках баранила и все на свете. Хорошо. А вот петь, вы всю жизнь поете? Где-то выступали, на концертах, на разных? Нет, только за столом в компании дома. Понятно. А так нет. А научились как? Песни петь? Да. Сами от себя. Ну, с детства. Слышим, старики поют, и мы подхватывали. Давно мы пели. Отцы наши пели, мама у нас пела, отец пел старинные песни, мы тоже с ними подхватывали. Попоем, подружка, песни, попоем, пока поем. Скоро нас с тобой разлучат, мы со скуки пропадем. Вот Анатолий. На все частушки пели, больше делать нечего. Пойдем, а вы сидите до 2 вечера. Анна Михайловна Колмакова родилась на Золотом прииске Троицком в Баунтовском районе на севере Бурятии. У меня 3 сына сейчас. Один покойный сын. Внуков. Внуков. Ой, внуков 8, она что я забыла. Таня, я забыла сколько. Ну, правнуки тоже уже, да? Правнуки уже есть. Вы в колхозе работали? Я в колхозе работала. В колхозе. Всю жизнь доярка. Телятничек, на откорме Ну, я так вот временно там просили. Все больше дояркой. Ой, доярка. Ну, еще одну. Кого? Дружка моя завлекательна, пойдем завлекем обязательно. А что скажут наши певуньи о сельском голове Ёлшине? Он нас не обижает. А то мы сейчас снимем, расскажем. Пусть живет, Конечно, пусть работает с нами. Ну, он всем помогает, сельчанам, да, и порядок в селе. Все у нас порядок стал, все у нас хорошо. Хулиган, парнишка, я не любят девушки меня. Девушки, вдовушки, отчаянные головушки. На селе полным ходом идет копка картофеля, а мы с Анатолием Александровичем едем на дальнюю заимку на реке Ина. День выдался ясный и теплый, словно летом. Ветер привычно гуляет по долине, играет с листвой деревьев и причесывает желтеющую траву. Это нижнее течение Ины, одного из известных своими рыбными богатствами притоков реки Баргузин. На горизонте поверхность земли словно собралась в гармошку, то высятся отроги Баргузинского хребта. Баргузинская долина представляет собой невероятное зрелище. Она испещрена извилистыми руслами рек и ручьев, сверкающими зеркалами тысяч озер и разливов, отражающих синь небес. В ее водных лабиринтах легко можно заплутать, особенно если ты не местный житель. Посреди этого космического ландшафта то тут, то там можно разглядеть небольшие избушки рыбаков и заимки скотоводов из окрестных деревень. Одна из них – заимка Владимира и Нины Зубковых.
они облюбовали маленький уголок земли на берегу реки Ина. Заимке Зубковых больше 15 лет. Все построено своими руками. Здесь живут круглый год. Дрова, как и сено, привозят из деревни. Закупают горбыль на пилораме. Электричество дают солнечные панели. А недавно установили дополнительный источник энергии – ветрогенератор. Барсик, Барсик. Барсик, Барсик, Барсик. Вот бежит. Идем. Иди на, пойдем. Иди сюда. И куда вы на нем ездите? Скота собираем. Вместо коня. На нем-то быстрее по уграм бегу. А коня-то жалко гонять. У Владимира Михайловича на хозяйстве мотоцикл, автомобиль Нива, трактор и несколько лодок. Для каждой задачи свой транспорт. Например, искать телят сподручнее на мотоцикле. Где-то здесь. А ты тут объездила и нету там нигде? И где они? Спят они где-то вот в скачках. Ну, наверное, где-нибудь спят. Придут. Где-то спят, значит, по-любому где-то здесь. На заимке выращивают крупный рогатый скот и свиней. Покосов поблизости почти нет, луга заливает водой. Корм для скота заготавливают на сенокосных угодьях в окрестностях родного села Урол. Светлана, работающая на заимке, найдет подход к любому животному. Это ее любимец Вася. Нет, она здесь вот, видишь? Ну пошел, загони его. Что, домой заходишь? Иди, пусть заходит. Иди домой, иди. Иди домой, Вася. Домой иди. Иди домой, иди. Если живешь на реке, никогда не останешься голодным. Здесь, в равнинной части Ины, водятся сом, налим, ясь, лещ, щука, сазан, карась, плотва и окунь. А в верхнем течении этой реки, рождающейся в горах Икатского хребта, обитают редкие виды рыб – ленок и таймень. Они занесены в Красную книгу Бурятии. Рыбу в долине употребляют множеством способов. Солят, вялят и коптят. Свежевыловленная идет на уху или готовится на рожне. Из окуня делают заливное, щуку фаршируют, а сом и налим хороши в рыбных пирогах и растягаях. В смысле, козы, все есть, медведи проходят мимо весной. А волки как? Орудуют. Нынче плоховато орудовали. А волки те года. вредители? Ну, Не дай бог, чтобы те они... года полон был.
селе можно жить. Кто захочет найти работу, всегда будет работать. При любом строе были и богатые, и бедные. Значит, на сегодняшний день есть люди, которые живут прекрасно, но есть в любом обществе не живут. Если есть желание трудиться, всегда будешь сыт, одет, обут. И я всегда думаю, что пока село живет, живет страна. На просторах Баргузинской долины живут счастливые люди. Да разве можно не быть счастливым в таком удивительном месте? Мы рассказали о старейших русских поселениях, а в следующий раз отправимся на север, на бурятские и эвенкийские родовые земли. Наши предки долгие века защищали эти рубежи. Не иссякнет Родина пока, будут бой мужчины уходить. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. Над дорогой боевой моей шелест крыльев, в битве нет конца. Только знамя не должно упасть, сын подхватит знамя у отца. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить. Если воин бреется, значит он надеется, на любовь надеется, значит будет жить.